Дорогие друзья и подписчики моего канала, всем привет из котлетного цеха. Сегодня я для вас подготовил сагу о котлетах. Котлеты в кулинарии — это вообще отдельная тема. Это целая галактика, это космос. Котлеты — это не просто фарш, обжаренный на сковородочке. Это целая философия. Я с большим воодушевлением всегда готовлю котлеты. Я точно знаю, есть тысячи рецептов, и в каждой семье есть свой уникальный рецепт от бабушки самых вкусных, самых сочных котлеток. И сегодня я для вас подготовил свой вариант домашних котлет из свинины и говядины, и назвал я эти котлетки профессорские. В этом рецепте все выверено до грамма. Я поделюсь с вами всеми секретами приготовления дома вкуснейших, сочных, ароматных котлет, вкус которых вас точно поразит и не оставит равнодушным. Обязательно досмотрите это видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Вот таким образом необходимо протестировать котлетки для того, чтобы наглядно показать, что вы получите в результате. Это просто невероятная штука получилась. И если такой вариант котлеток вас устраивает, давайте начнем готовить. Так, котлетки профессорские. Мясо. Говядина нежирная. 1 килограмм, все порезано под мясорубку. Значит, это грудинка, жирность 40%. И это лопатка, свинина нежирная, 1 килограмм. 2,5 килограмма мяса. Значит, хлеб белый, порезанный, булочка. Значит, хлеба из расчета 30%. То есть это 300 грамм на 1 килограмм. Да? Это вес мяса, хлеба здесь 750 грамм. Значит, вес хлеба рассчитывается замоченного в молоке. Не свежий хлеб, а именно замоченный. Значит, молоко 500-600 миллилитров, 2 луковицы. Лук будем добавлять из расчета 60 грамм килограмм. Но не свежего лука, а я буду его обжаривать, пассеровать до золотистого цвета. Так вот, вес лука это 60 грамм на 1 килограмм. Здесь у меня 150 грамм сыр. Из расчета 40 грамм на килограмм. Значит, обычный твердый сыр, соль 16% на вес мяса. То есть это 16 грамм на 1 килограмм. Обычная поваренная соль морская. Значит, черный молотый перчик из расчета 1,5 грамма на килограмм. И чеснок сухой гранулированный. У нас здесь 2 грамма на килограмм. Вот из такого расчета соль, специи. Все точно вымерено. Мясо подморожено. Лук обжаривать. Хлеб замочим, взвешиваем. Мы потом все это вымешиваем в планетарном миксере. Так, работаем быстро, в темпе вальса. Режем лук. Режем такими вот крупными дольками. Мельчить его нет необходимости. Он будет обжарен на сковородочке до золотистого цвета, а потом пропущен через мясорубку вместе с мясом. Сковородочку на огонь разогреваем жестко. Чуть-чуть растительного масличка. Вбрасываем лучок и периодически, помешивая, доводим его практически до полной готовности, процентов на 80, до получения красивого золотистого цвета. Лучок обжарили, теперь надо отставить его, чтобы он остыл. Следующая операция — это необходимо замочить хлеб. Корочки у хлеба я обрезал, чуть посушил их в духовке, чуть-чуть их быстренько долбанул в миксере. Будет у меня панировочка.
В хлеб я заливаю примерно 500 миллилитров обычного молока. После того, как хлеб замокнет, я его отожму и взвешиваю точную граммовку в соответствии с пропорциями этого рецепта к мясу. Остатки молока пойдут в фарш. Рассматривая различные котлетные рецепты, меня всегда выводит из себя и бесит, когда говорят пару кусочков хлеба. Пару это сколько? Это какого хлеба? И вот именно в этом рецепте я вам дам четкую граммовку. То есть в этих котлетах профессорский. Ровно 300 грамм отжатого замоченного белого хлеба на 1 килограмм мяса. Я люблю считать в процентах. Так привык, это позволяет мне не ошибиться. Почему именно 30% хлеба на килограмм мяса в этом рецепте? Объем хлеба в мясе в котлетных фаршах зависит от вида мяса, от его состава, от его жирности. Если это куриная котлета, значит там хлеб будет в другой пропорции. Если это рыбная котлета, соответственно там будет другая пропорция хлеба. В этом рецепте годами выверенном я добавляю ровно 30%. На мои 2,5 килограмма мяса это ровно 750 грамм. При этом у меня говядина и свинина в равных пропорциях, причем свинина у меня жирная. То есть наличие жирного сырья и хлеба, вымоченного в молоке, даст вот ту самую сочность, которая сводит с ума всех тех, кто пробовал эти котлетки на моем столе. Причем вкуса хлеба в котлетах абсолютно вы не почувствуете. Так, я отжал хлеб от молока, у меня получилось практически 700 грамм, чуть-чуть мне не хватило. Ничего страшного, у меня есть в запасе пару кусочков хлеба, сейчас я их замочу и добавлю, будет ровно 750 грамм. Так, теперь запускаем мясорубку и на решетке с диаметром отверстия 5 мм пропускаем все это хозяйство. Мясо у меня подморожено примерно до 0 градусов. Я хочу, чтобы нож и решетка у меня перерезали мясо, а не сделали из него какую-то пасту. В процессе переработки мяса на мясорубке буду добавлять хлеб. В конце я его пропущу, чтобы очистить мясорубку от мяса. Ну и буду добавлять лучок, который я обжарил до золотистого цвета, и он у меня остыл. Все, поехали. Так, все быстренько перекрутили в ускоренном режиме. Теперь чуть-чуть перемешаю для того, чтобы придать какую-то однородность. И внесу сюда соль и специи. Вот, соль из расчета 16 грамм на килограмм фарша. Ну или 1,6%. Соль вы можете уменьшить, либо увеличить по вашему вкусу. Это получится вот в такой пропорции средней солености. Черный молотый перчик. Точную граммовку я оставлю в описании под этим видео. Сухой чесночок. Можно, конечно, использовать чеснок свежий, там мелко его порубив или через чеснокодавилку. Но я предпочитаю именно сухой гранулированный чеснок. На мой вкус он такой более мягкий. Все еще раз перемешаю таким щадящим образом. И на следующем этапе я буду вымешивать котлетный фарш с использованием планетарного миксера. Эту операцию можно провести руками. Фарш у меня достаточно крупного помола, поэтому я не хочу, чтобы у меня котлетки разваливались в процессе тепловой обработки. И я способом вымешивания в планетарном миксере выбью белковые нити. Получится такой каркас. Вот таким вот миксером я пользуюсь планетарным, такой насадкой. У меня на канале есть подробный обзор той домашней бытовой техники, которую я использую у себя на кухне. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка. И если вам интересно, вы можете посмотреть для себя и найти что-то полезное. На минимальных щадящих оборотах я вымешиваю фарш в течение 5-7 минут.
Немножко перегружена у меня чаша. Но ничего, аккуратно я с этой операцией справлюсь. И в ходе вымешивания я буду добавлять остатки вот того молока, которое я использовал для того, чтобы замачивать хлеб. Всего в этом рецепте я использовал 500 мл молока при замачивании хлеба. Вот после того, как я его отжал, у меня осталось примерно где-то 200-220 мл. И все это я добавил в фарш. Таким образом, на 2,5 килограмма мяса у меня ушло 500 мл молока. Вот, посмотрите, пожалуйста, друзья, какой получился результат. Для того, чтобы выбить таким образом фарш руками, мне потребовалось бы минимум 15-20 минут и определенных усилий. Так что я за то, чтобы работала бытовая техника. Фарш получился эластичный, выбился мясной белок. При этом фарш имеет такую однородную структуру. Котлетки мои точно не развалятся в процессе обжарки и тепловой обработки. После того, как фарш был вымешан, я внесу твердый сыр, который я потер на крупной терке. Ну, котлеты же я готовлю профессорские. Сыр часто встречается как наполнитель в колбасных, котлетных фаршах, поэтому я решил использовать этот прием. В ходе обжарки и тепловой обработки сыр расплавится, и мы получим очень интересную консистенцию у этих котлет. Я с самого детства запомнил котлеты со школьного буфета. Они были холодные, и там был только хлеб и немножко жирной свинины. Они были невероятно вкусные, но ничего кроме изжоги у меня в памяти не осталось. Теперь я отправлю этот фарш примерно на часик в холодильник при температуре 4-6 градусов. Фарш у меня настоялся, стабилизировался, и теперь я буду формировать котлетки. Очень удобно использовать мисочку с холодной водой, чтобы фарш не прилипал. И вот такие вот я буду сейчас делать упражнения для развития мышц пальцев рук. Занятие такое веселое, интересное, творческое. Рука уже набита. Сразу же часть котлет я буду готовить тепловой обработки, поэтому я их помещаю в панировочку. То есть те корочки сухариков, которые у меня остались от хлеба, я сделал такую панировку. И вот сформирую то количество котлет, там штук 15, наверное, для того, чтобы их сразу пожарить. Вот таким легким движением рук фарш превращается в прекрасную котлетку. Вес примерно одной такой котлетки 100-110 грамм. Вы можете сделать размер котлеты по своему вкусу. Вот ровно столько, сколько помещается у меня в ладонь. Можно было, конечно, заморочиться, через весы это сделать, но я так по-простому, по-домашнему это сейчас все быстренько налеплю. Из 3 килограммов фарша, с учетом мяса и хлеба, молока, часть котлет я обжарю сразу в панировке, а потом буду доводить до готовности в духовке. Ну, а оставшуюся часть я без панировки помещу в морозильную камеру, я их заморожу, потом упаковываю в вакуум, и они у меня прекрасно хранятся. Практически вот до 3 месяцев у меня лежали такие котлеты. После щадящей разморозки из морозилки на ночь перенести в холодильник, и утром вы получаете абсолютно свежие котлеты. Приготовление котлет я разбил на 2 этапа. На первом этапе я разогрел сковороду, добавил растительное масло
Раскалил его вот до такой высокой температуры, вот такой легкий чуть-чуть дымок появился. И теперь я быстро, буквально по 1 минуте с каждой стороны обжарю котлетки. Мне нужно придать им корочку, чтобы эта корочка схватилась и оставила внутри всю сочность. После этого я перемещу котлеты в духовку, где на температуре 180 градусов, предварительно разогретая духовка, я доведу до готовности котлеты в течение 20 минут. В принципе, можно довести до полной готовности котлеты путем обжарки в масле на сковороде, но высокая температура прорвет молекулу белка и уйдет вся сочность, они начнут выкипать. Смотрите, какие красавчики у меня получились. Теперь я их переместил в керамическую емкость, накрою фольгой и поставлю в духовку, которая уже у меня разогрета на 180 градусов, и буду доводить их до готовности 20 минут. Так, ну что ж за котлетка без картофельного пюре? Ну вот скажите, пожалуйста, пока у меня фарш охлаждался в холодильнике, я почистил штук 6 или 7 картофелин. Теперь я их ставлю на огонь, сварю и сделаю толченку. Ну и, конечно, пол-столовой ложки соли. Толченочка с подливкой и с котлеткой – это наше все. Так, картошка наша готова. Воду я слил. Это 70 грамм сливочного масла кусочками. Буквально пару минут пусть постоит, чтобы масло немножко растаяло на горячей картошке. Где-то я взял 250 миллилитров молока и сейчас буду добавлять частями. Буду ее толочь. Ну и в зависимости от той консистенции, той пушистости, которую я хочу получить, я, наверное, еще чуть-чуть добавлю молока. Приготовить толченку нет никаких проблем. Я точно знаю, что вы это лучше меня умеете делать. Ну, смотрите, чем не пюрешка. Все готово, сейчас будем доставать котлеты. Прошло 20 минут, прокукарекал будильник на моей духовке. И вот посмотрите, что в результате получилось. Корочка сработала. Котлеты дошли до полной готовности. Но, как вы видите, ничего не потеряно. Вся сочность сохранилась и осталась внутри этих прекрасных кулинарных шедевров. Так, пока котлетки остывают, я быстренько приготовлю подливку. Такой себе соус. Я взял 2 столовых ложки муки, 2 столовых ложки томатной пасты, 50 грамм сливочного масла и 200 миллилитров обычного молока. Ставлю на огонь небольшой сотейник. Соус отготовится очень быстро. Растапливаю сливочное масло, постоянно помешиваю его венчиком и добавляю муку. Мука начинает поджариваться в сливочном масле. Огонь нужен средний, на сильном огне оно подгорит. Необходимо постоянно помешивать. Довести, постоянно помешивая его до такой консистенции, и вношу томатную пасту. Я взял всего 2 столовых ложки. Если вы любите более такой томатный вкус, можно добавить больше. В этом процессе главное не останавливаться. Вы понимаете, о чем я. Когда процесс важный, главное не останавливаться. И постепенно ввожу молоко. Сейчас мука начнет завариваться и набухать, поэтому, добавляя молоко, частями можно довести подлив до нужной консистенции. Ну что за котлетка с пюрешкой без подливки? Я помню вот ту столовку. В детстве я вырос в маленьком шахтерском поселке. Мне было 10-12 лет. Родители мне давали 1 рубль, и я шел в столовую. И там буквально я покупал только гороховый суп и только котлетку с пюрешкой, ну и компот.
Все это обходилось мне 85 копеек. Еще 15 копеек у меня оставалось на сигареты. Пачка сигарет Прима, самых крутых по тем временам, стоила 14 копеек. И я был счастлив. Но именно вот в том комплексном обеде больше всего мне нравился подлив, которым поливали котлетку с пюрешкой. Вот такой консистенции получился у меня подлив. Это то, что я хотел получить. Сейчас для вкуса я добавлю чуть-чуть соли, наверное, пол чайной ложки, и чуть-чуть сахара, пол чайной ложки. И я добавлю пол чайной ложки обычного черного молотого перчика. Все это тщательно еще раз перемешаю. И минут 15 дам настояться, и можно будет подавать на стол. Ну что, дорогие друзья, моя сага о котлетах подходит к завершению. Смотрите, какая получилась красота. Настоящие, профессорские. Еще с пюрешкой, да еще с подливкой. Вкус детства. Я не знаю, как вы к этому относитесь, но у меня эти чувства остались глубоко в памяти. И что у нас получилось? Давайте посмотрим. Вы только посмотрите на эту прелесть. Теперь проведем небольшой тест. Посмотрите на структуру этого фарша. Говядина и жирная свининка, точной пропорции хлеба, лука и сыра делают эти котлетки поистине профессорскими. Посмотрите, какое количество сока содержат эти котлетки. Вот вам результат. Ну и, конечно, я не удержусь. Схомячу кусочек. Боже, это волшебный вкус. Они просто тают во рту. Сок прямо течет. Вот правильное составление фарша и тепловая обработка в 2 этапа сделали свое дело, друзья. Оформить красивую подачу — это, конечно, никогда не было моей сильной стороной. Следующие пару минут вы даже можете с меня поржать или постебаться, но тем не менее я люблю готовить эти котлетки. И не только эти. У меня на канале есть еще пару рецептов. Я даже готовил шведские мясные шарики, митболы с олениной. Посмотрите этот рецепт на канале. И у меня есть планы подготовить для вас рецепт куриных котлет и рыбных котлет. Невероятно вкусные рыбные котлеты мне пришлось попробовать в Скандинавии. Когда мы жили в Швеции некоторое время, шведы готовят удивительные котлеты, щука с творогом и укропом. Не знаю, получится ли у меня тут раздобыть щуку, но этот рецепт я вам обязательно покажу. Вот посмотрите, я заморозил оставшиеся котлеты в морозилке буквально часа полтора, упаковал их в вакуум, и вот теперь такими порциями я их отправлю на хранение в морозильную камеру. Лежат они очень долго, абсолютно будут готовы после щадящей разморозки, как свежие тепловой обработки, и вы можете продолжать наслаждаться. На этом я завершу свою котлетную эпопею, хотя в принципе вас ждут еще несколько котлетных рецептов, это точно. Не забудьте подписаться на мой канал, поставьте лайк. Буду искренне признателен, если вы поделитесь этим видео в своих социальных сетях. И нажмите на колокольчик, и вы точно получите уведомления о новых рецептах на моем канале. Оставайтесь с фудкортом, будет много вкусного.